Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. В этом видео пойдет речь о самых старых городах мира. Первые поселения возникали там, где были наилучшие условия для жизни. Наличие пресной воды, плодородная почва, благоприятный климат, расположение на торговых маршрутах. Это основные критерии, которыми руководствовались древние люди. Первые города-поселения начали формироваться в Месопотамии, на побережьях рек Тигр и Ефрат, вдоль реки Нил, возле Средиземного моря. Доподлинно никому не известны точные даты формирования древних городов, но археологические раскопки показывают, что первые цивилизации начали проявляться почти 12 тысяч лет назад. Бейрут, Пловдив, Эль-Фаюм, Сузы, Дамаск и ряд других городов существовали задолго до нашей эры. Мы покажем вам, где находятся эти старые города, за что их так любят туристы и какие древние достопримечательности там можно посмотреть. Готовы приоткрыть занавес в прошлое? Тогда поехали! Иерусалим. Израиль, который является святыней для иудеев, христиан и мусульман. Иерусалим расположен на территории современного Израиля, на холмах Иудейского Нагорья. Первые поселения появились здесь в 4 тысячелетии до нашей эры, и с тех пор город не раз становился поводом для кровопролитных войн. В разное время Иерусалим был под контролем Иудейского царства, империи Александра Македонского, Древнего Рима, Византии, крестоносцев, монголо-татар, Османской империи, Великобритании и не только. Даже сегодня между Израилем и Палестиной идут споры за власть над городом. Особую ценность представляет старый район Иерусалима, границы которого определяют крепостные стены, возведенные в XVI веке. Здесь находятся самые важные религиозные объекты: Стена Плача, храм Гроба Господня, мечеть Аль-Акса, Храмовая гора и многие другие. В 1981 году Старый Иерусалим был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бейрут, Ливан. Париж Ближнего Востока. Такое неофициальное название города вы можете встретить. Бейрут является крупным портовым городом, который омывают воды Средиземного моря. Археологи установили, что первое поселение городского типа появилось в Бейруте не менее 5000 лет назад. С тех пор город стал свидетелем многих исторических событий, не раз страдал от захватов и разрушений завоевателей, пока в 1943 году не стал столицей независимой Ливанской республики. В наше время в Бейруте сохранились многие исторические достопримечательности: мечеть Амари, старинские римские термы, колоннада Беритус, собор Святого Георгия и другие старинные сооружения, которые контрастируют с ультрасовременными небоскребами. В конце 20 века Бейрут пережил очередную разрушительную войну, но словно феникс смог возродиться из пепла. Сегодня это развитый современный город, похожий на часть Европы. Газиантеп, Турция. Один из старейших городов мира раскинулся на юго-востоке Турции. Историки убеждены, что первые поселенцы жили на этом месте примерно за 4000 лет до нашей эры. Время шло, населенный пункт менялся, развивался и переходил из рук одного народа к другому. Кто здесь только не жил. Хетты, ассирийцы, византийцы, османы, и каждый из них оставил свой след в истории города. В этом вы можете убедиться, посетив местный археологический музей с артефактами разных эпох и другие исторические сооружения, такие как крепость Газиантеп и мечеть Куртулуш. В Средневековье Газиантеп был важным пунктом шелкового пути, связанного с другими крупными городами Ближнего Востока. В то время местные жители ткали ковры, продавали пряности и ткани. Этим люди занимаются и сегодня, но уже на фабричном уровне. Обратите внимание, что ранее город назывался Антеп, а приставка «Гази» появилась только в 20-х годах прошлого века. Пловдив, Болгария. Пловдив – великолепный город с многовековой историей, который считается одним из старейших в Европе. Он старше Рима, Афин и Константинополя. Город был основан за 4000 лет до нашей эры и имеет богатую историю и культурное наследие. Одной из главных достопримечательностей является исторический центр Пловдива, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть множество древних зданий, улицы с каменной мостовой и красивые
красивые дворцы. Также тут можно увидеть археологический музей, музей истории и культуры, музей изобразительных искусств, которые откроют богатую историю Пловдива. Знаменитый древнеримский амфитеатр, разные художественные галереи и другие исторические строения, безусловно, западут вам прямо в душу. Более 200 древних сооружений города являются ценными памятниками мирового значения и охраняются законом. Эль-Фаюм, Египет. Это самый старый город в Египте, один из древнейших городов в мире. Эль-Фаюм появился в 4000 году до нашей эры посреди Ливийской пустыни. Расположенный в одноименном оазисе, населенный пункт славится найденными здесь фаюмскими портретами, римскими развалинами и умопомрачительными пейзажами. Сохранившиеся до наших дней древние памятники датируются как минимум 18-20 веком до нашей эры. Древний египетский некрополь Хавара, пирамиды Эль-Лахун, долина китов, огромные водяные колеса, каменный храм Мадинат-Мади погрузят вас в атмосферу древнего мира. Из-за стратегического расположения Эль-Фаюм был излюбленным местом правителей разных эпох. Кроме того, в исторических документах город встречается под названием Крокодилополь. Это объясняется тем, что в местном озере Карун древние египтяне разводили крокодилов. Афины, Греция. Знали ли вы, что Афины являются не только одним из старейших городов мира, но и считаются родиной демократии, философии, театра и Олимпийских игр? Побережье Эгейского моря, где стоит современный город, было заселено еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. В 5 веке до нашей эры Афины уже были культовым центром Греции и стали колыбелью европейской цивилизации. Город славится своим богатым культурным и историческим наследием. Самой знаменитой достопримечательностью является Акрополь, укрепленная часть древнегреческого города, расположенная на холме, вокруг которого развивались первые поселения. Не менее значимые и другие памятники античной культуры: храм Парфенон, кладбище Керамикос, театр Одион Герода Аттика, храм Зевса Олимпийского и другие. В Афинах жили и творили великие философы Сократ и Платон, театралы Софокл и Эврипид, скульптор Фидий. Афины — это единственный в мире город, где буквально каждый камешек дышит историей. Сузы, Иран. Этот древний город расположен в провинции Хузестан на территории современного Ирана. Устойчивое поселение людей возникло здесь между 7 и 4 тысячелетием до нашей эры. Обнаруженная при раскопках керамика указывает на 5-е тысячелетие до нашей эры. В период с 2700 по 539 год до нашей эры Сузы были столицей Эламского царства. После этого город был захвачен ассирийцами, потом персами, а затем греками. В 7 веке Сузы в очередной раз были разрушены уже арабами-мусульманами, а в 13-м — монголами. Возможно, мы бы никогда не узнали об этом городе, если бы не его неоднократное упоминание в Библии, в Ветхом Завете. Сегодня Сузы являются важным археологическим объектом Ирана и памятником почти полностью исчезнувших эламской, персидской и парфянской цивилизаций. На его развалинах находится современный город Шуш, который населяют персидские евреи и мусульмане-шииты. Аргос, Греция. Тройку лидеров в нашем списке открывает еще один древнегреческий город. Да, Греция — это кладезь древней культуры и страна, где находится больше всего в мире старых городов. Среди них Аргос считается старейшим городом Европы. На протяжении последних 5000 лет он всегда был заселен. Времена процветания Аргоса приходятся на поздний среднеэлладский, ранний микенский, а также геометрический период. Современный Аргос представляет собой небольшой городок с узкими и запутанными улицами. В черте города на холме Лариса возвышаются руины древнего Акрополя, сооруженного в VI веке до нашей эры. Также из древних достопримечательностей здесь есть рыночная площадь Агора, античный театр на 20 тысяч мест, здание суда, развалины римских терм. Особого внимания заслуживает местный археологический музей, где хранятся древнегреческие, античные и более поздние артефакты. Дамаск, Сирия.
Дамаск – город с тысячелетней историей и старейшая столица на Земле, дошедшая до наших времен. Как город, Дамаск уже существовал в 2500 году до нашей эры, но большинство ученых считают, что первые поселения на этом месте появились более 7000 лет назад. Цифры впечатляют, не правда ли? Здесь сменилось много правителей. В свое время сирийская столица входила в состав Древнего Египта, Дамасского царства, Персии, Македонии, Римской империи, Византии, Халифата, Османской империи. Сегодня Дамаск является одним из самых важных культурных и исторических объектов мира. Здесь вы можете увидеть такие древние памятники, как 7 городских ворот, цитадель, мечеть Амиядов, дворец Азема, базар Сук-аль-Хамидия, базар Сук-аль-Хамидия. Прогулка по старой части города непременно окунет вас в атмосферу Средневековья. Однако в связи с недавними вооруженными конфликтами в Сирии доступ к некоторым из этих памятников ограничен. Иерихон, Палестина. Завершает наше видео Иерихон, город, который наверняка является самым старым городом мира. Примерно за 8 тысячелетий до нашей эры на западном берегу реки Йордан впервые осело племя древних людей. Плодородные земли, множество подземных источников превратили это место в оазис посреди пустыни. Лучшего места для жизни и не придумаешь. Иерихон процветал благодаря своему расположению на перекрестке торговых путей между Египтом, Месопотамией и Финикией. На протяжении веков дорога между Иерусалимом и Иерихоном, что находится в 30 километрах друг от друга, была основной магистралью. В западной стороне от центра современного Иерихона расположены руины древнего города. Здесь сохранились ценные исторические памятники, среди которых монастырь Каранталь, хасмонейская крепость Док, археологический парк Тель-ас-Султан, руины дворцов Ирода Великого, дворец Хишама аль-Малика. Однако с 1993 года, когда Израиль передал Иерихон Палестине, дальнейшие археологические раскопки были приостановлены. На этом у нас все, друзья. Делитесь в комментариях, какой старый город вам понравился больше всего, какой из них вы мечтаете посетить, или, может, в каком-то из них вы уже были.